Здравствуйте, друзья! Сегодня представлю на обзор часы с AliExpress. Пришли они в маленьком конверте, запакованные в обычную пупырчатую бумагу. Часы эти очень недорогие, производство Китай, кварцевые. Я бы даже сказал, что это больше бижутерия, нежели часы. Давайте их посмотрим. Может быть, кому-нибудь будет интересно. Расскажу свое мнение. Так, вот сами часы. Такие часы продавались в 90-х годах. Были очень популярны. Хорошее в них то, что в них можно заменить батарейку. Они могут прослужить несколько лет. А плохо в них то, что если вы будете покупать часы с позолотой, то позолоты это хватит очень ненадолго. Почему я говорю, что эти часы все-таки, если вы будете покупать именно позолоченные, то считайте как бижутерия. Часы прекрасно подойдут девушке, можно и мужчине в принципе их одеть, но мне кажется они такие ближе к женским часикам сейчас уже. В 90-е их носили в основном мужчины, потому что мода меняется. Сейчас мужские часы стали более большими, чем раньше. Данные часы вложены вот в такой вот даже чехольчик, на удивление. Конечно, очень красивый циферблат. Но китайцы, да, они умеют делать красивые вещи. Какая-то такая штука типа гарантийки. Ну да, гарантийная карточка. Абсолютно пустая. Не знаю для чего, но вот есть. Фирма, наверное, Ченкси или Чинкси. Не знаю, как прочесть. И все на китайском. Браслет у часов. Ну, в принципе, мне нравится, что браслетик у часов. Ну, конечно, хлипкий, сами понимаете, да? Но, тем не менее, он полностью не расстегивается. Сейчас посмотрим. Застегивается вроде ничего, нормально. Ну, такой. Тоже запакован в прозрачную пленку. Не вижу на стекле, пленка есть или нет. Ну, по идее должна быть, но я не вижу. Может быть и нету, кстати, на самих. Вроде бы на самих часах действительно никакой пленки нет, только на браслете. Да, часы называются Ченкси. Здесь вот у головки такая штучка подложена, которую надо выдернуть, чтобы они пошли, чтобы батарейка не садилась. Ну, слушайте, давайте я сейчас в руки возьму фотоаппарат, посмотрим, как они на самом деле выглядят. На задней крышке можем прочитать следующие надписи. Тоже название фирмы. Тут это, кстати, вот наклейка. Да, тут пленочка на задней крышке есть. Она снимается. Интересно, с надписями снимется или нет? Нет, вроде. Так.
Так, сейчас я возьму в руки, прочту, что на ней написано. Через фотоаппарат, к сожалению, не видно. А написано на них: сталь water resistant. Якобы они водозащищенные. Но, возможно, до первой замены батарейки они будут держать капли дождя. Как только вы поменяете в них батарейку, я бы вам их в воду не рекомендовал окунать. На удивление не вижу пыли на циферблате. То есть, возможно, действительно достаточно неплохо сделаны часики. По своей герметичности я имею в виду. Стрелки ровно расположены. Ну да, снимается она очень просто, вытаскивается. Тут тоже все по уму, в принципе, сделано. Давайте выставим время. Сейчас 18:32. Так. Даты тут никакой нету. Дня недели нету. То есть просто часы. Но оно и к лучшему. Кварц он все равно, какой бы ни был, ходить будет точно. Поскольку сейчас уже век наших технологий, кварцевые часы, ну прям, наверное, нереально сделать, чтобы они там сильно убегали или сильно отставали. Ну, может быть, там плюс-минус секунда-две в сутки. Это и то вряд ли. Скорее всего, будут ходить они точнее, довольно-таки точно. Но сколько я вам сказать не могу. Поскольку относитесь к этим часам все-таки как, ну, к такой большей игрушке. Ну вот, время выставили. Головку защелкнули и часы пошли. Но это вот если на мужскую руку смотрится примерно вот так вот. Такие вот часики. С зелененьким циферблатом. По стоимости эти часы в районе от 500 до 1000 рублей, то есть они не совсем дешевые. Будут у меня еще на обзоре часы там за 200, за 300 рублей. Вот такие вот. Это часы такие подороже немножко, но может быть они того и стоят. Судя по отделочке, вот изначально косяков я не вижу в этих часах каких-то таких жестких. То есть вполне, ребята. Ну, только что ремень такой. Браслет, я имею в виду, такой прям, как сказать-то, вот из тех вот 90-х годов. Такой хлипкий-хлипкий. Видите? Ну, тем не менее. Что вы хотели за такую цену? Если кому-то будет интересна ссылка на продавца, пишите в комментариях. Если кто-то действительно захочет заказать, я вам ее оставлю. Обычно я этого не делаю, но здесь по вашей просьбе напишу, потому что продавец их отправил мне очень быстро. Вот прям заказал, в этот же день были отправлены и дошли они мне, несмотря вот на праздничные дни июньские, там День России, вот праздники были, примерно за 2 недели. То есть через 2 недели они уже вот на почте были. Очень-очень быстро доставлены, хорошо отслеживались. Ну, возможно, потому что цена уже более чем 500 рублей. В принципе, я вам сейчас скажу, сколько они стоят. Чего я там приблизительно. Скажу точную цену их, за сколько я их покупал. Вот, друзья, эти часики. Кстати, на сайте даже написано, что это золотые мужские часы для мужчин. Ну, возможно, для мужчин, у которых тонкое запястье, да, вполне красиво. Ну, также для девушек они будут шикарными, эти часики. Вот, не обязательно для мужчин. Так, сейчас я вам скажу, за сколько доставка шла. А время заказа написано 2 июня. То есть 2 июня я их заказал. Вчера они уже были на почте. То есть, ну, очень быстро, друзья. Вот. Такие вот замечательные часики. Такой летний, дешевый вариантик. На этом обзор заканчиваю. Спасибо за внимание. Такие вот чудо-часики. Якобы даже
не боящиеся попасть под дождь. Но если вы возьмете белые, то они точно не испугаются дождя. А позолоченные, просто сама позолота здесь, ну вы должны понимать все-таки, весьма-весьма нестойкая. Мочить их нельзя. Все, друзья, пока. До новых встреч.